профи. Это что, в Максиму, который возле дома, на машине? Рекомендацион. Потом посмотрим чек и посчитаем, сколько у нас выходит за день. Да выкладывай вообще ты всю корзину, что ты за говно набрал? Так, ну что, будем готовить из продуктов то, что у нас есть в холодильнике. И на целый день сейчас приготовим. Опачки. В холодильнике у нас почти ничего нету. Еще с ума сошел? Ну что, пошли в магазин? Подожди, и ты здесь? Не забудь подписаться. Ну что, дорогие друзья, пойдем соберем продуктовую корзину. Посмотрим, сколько это будет стоить. Мой рацион на целый день. Ну и какие-то рекомендации, если человек хочет похудеть и чтобы было все понятно. Поехали посмотрим. Сначала наберем углеводов. Ну что, в первую очередь, это у нас завтрак. Овсянка 12 минут. Стоит 2,69 килограмм. И он, в принципе, больше, чем на неделю хватит. Кто любит гречку, можно использовать гречку. Допустим, вот, со скидкой, да, 2,49. Целый день у меня идет сейчас 3 пакета риса, поскольку жасминовый райс у нас, в принципе, по углеводам то же самое, как и басмати, но по цене дешевле и довольно-таки вкусный, поэтому тут у нас 4 пакета по 125 грамм, это 400 углеводов. Так что намного проще считать, что 4 пакета съели, 400 углеводов. Кто у нас любит макароны, чтобы не исключали, смотрим на упаковке. Это у нас было дурум, да, вот именно надпись дурум. Тогда, если мы берем 100 грамм, то тут у нас 72 углевода, из них 13 грамм белка. Так что такой пакетик, в принципе, можно точно так же использовать при наборе или при похудении. Просто кто любит больше пасты, кушаем пасту. Кто-то там любит куркум, да, допустим, мне он сильно не заходит, но вот если вот макароны многие там рекомендуют именно коричневые, которые вообще невкусные, я бы просто не рекомендовал бы их просто даже покупать, хотя тут и по углеводам меньше, и, как говорят, гликемический индекс ниже, но если мы считаем колораж, то это проще будет залетать на обыкновенные макароны, чем давиться коричневыми макаронами, которые невкусные. Ну, мне нормально. Ну, это да. И детям нашим. Я не знаю, я всегда проверяю, если у нас биты или нет. Ну, допустим, за день сейчас в данный момент у меня 10 яиц. То есть, соответственно, по белку я расскажу, что у меня выходит. Это будет проще. А также у нас я использую именно овсяное молоко, которое добавляю просто в рис, чтобы рис был мягче и вкуснее. Не использую никаких соусов. Гениально. Просто немножко заливаю овсяного молока, рис становится мягкий, немножко постоять, чтобы он немножко охладился. И очень приятно есть. Рекомендацион. Кстати, тут как раз написано no added sugar, да, как раз у нас без сахара. То есть именно кто хочет меньше сахара использовать, то как раз именно так. Также, поскольку я сейчас не на сушке, не на масляном наборе, а просто чтобы вкусно питаться, я ем бананы, поэтому бананы тоже добавляю в рис. Потом посмотрим чек и посчитаем, сколько у нас выходит за день. Плюс нам нужно, чтобы белку обязательно были какие-то овощи, чтобы у нас не было запора. Да ладно. И чтобы клетчатки хватало. Так, обязательно огурчиков. Я их набираю домой тоже. Так, ну а также листья салата. Можно брать и не группу, да, в принципе, прямо кинуть лихо. То есть это у вас будет нормально по белку, что у нас вот 100 граммов 16 грамм белка. Так что в одной порции, да, если на 400, тут у нас 16 на 4,
64 грамма белка. В принципе, этого достаточно. 4 порции возьмем. Также, если кинсулиха как бы не хочется, хочется просто какие-то котлеты, если которые готовы, не хочется заморачиваться с фаршем, вот готовый вариант, 220 грамм, 2 котлетки. Что у нас тут? По белку у нас 15 грамм белка. Ну, единственное, тут жиров побольше по сравнению с курицей. Но если укладываетесь в колоражку, то будет нормально. Так, на ужин обычно у меня краб из тунцана в собственном соку, овощи, тунец и должен быть лаваш тайстер. Так что сейчас да, без сахара. Тут 8 штучек. В принципе, на одну банку 3 штучки хватает, так что это на 2 дня порция. И также соус у нас тут разные. Так, без сахара. Но мы будем брать именно тако в этот раз. Ну что, еще не подписался? Тогда подпишись, поставь колокольчик и ставь лайки и комментарии. Так, ну и малосоленый лосось, да, 500 грамм, он стоит 10,99. В принципе, 500 грамм, если мы по 100 грамм, то это на 5 дней. Тут очень довольно-таки много белка, 20 грамм. Так, жиров у нас тут 9,2. Единственное, что тут соли многовато, 3 грамма. Поэтому, если кто боится, что у них будет вода задерживаться в организме, то лучше это исключить. Ну, либо в других продуктах меньше использовать. Сегодня мы не будем брать, потому что мы взяли тунец. В следующий раз, чтобы посвежее было. 400 грамм. В принципе, если по 100 грамм на порцию использовать, то тут тоже у нас АПП белка, сколько у нас? 16 грамм белка на порцию. Должны довольно-таки много. Это не снимай, тут запрещено. Эклерчики. Хотя это профитроли. Блин, так хочется, кто бы знал. Давай возьмем. Нет. Когда очень хочется что-то перекусить, вот такие вот рисовые галеты очень спасают. Можно и подешевле взять, да, с морской солью, но эти прям вкусные. Можно взять еще Арахисовая паста? арахисовую пасту, если по жирам у нас недобор. Ну, я сейчас себе могу это позволить. Так, ну, обычно тут есть вяленое мясо, если вы хотите что-то на перекус использовать. Ну, Под тут фильмец. Да, но тут осталось только свинина вяленая, да, но под фильм самое то, если вы там, фанаты чипсов. Ну, лучше говядину. Да, лучше говядину. Но Просто тут сегодня тоже, нету. если мы берем свинину, да, то тут 53 грамма белка на 100 грамм. Но тут упаковка всего 50 грамм, то есть 26,5 белка будет. Ну, жиров тут 11, да, то есть, соответственно, жиров на половину порции это 5,5 грамм. Так что, если кто прожорливый и хочет по фильмчику перекусить, то рекомендую. Опять же, если вы знаете, что вы в течение дня мало углеводов съели, да, а вечером вы планируете посмотреть какой-то фильм, то лучше всего взять какие-то вкусовые вот такие рисовые галеты, то тут у нас на 100 грамм 74 грамма углеводов, но всего лишь 1 грамм сахара добавлен. Второе, это у нас такие как чипсы, да, то тут у нас Кукурузные. кукурузные, да, 80 грамм углеводов. Ну и сахара тут всего лишь 2 грамма на 100 грамм, то есть, соответственно, 3 грамма сахара будет. Вот такая порция. Тут разные всякие есть. Но мы сегодня фильм не планируем, поэтому что-то поджирать такого воздержимся. Мы лучше пойдем профитроли возьмем. Балдел, что ли? Ну что, давай все-таки профитроли возьмем. Блин, так хочется, а. Да выкладывай вообще эту всю корзину, что ты за говно набрал? Берем нормально, там, гамбосы какие-нибудь. Ну, из молочки это можно у нас коду юст. 5% творог цельнозерновой. На перекус самое удобное, что, но я бы рекомендовал бы именно 5%, не пустую, не обезжиренную. Но опять же, у некоторых там есть с лактозой проблемы, поэтому смотрите, что вы можете это использовать или нет. 5% это самое оптимальное. Туда же можно что-то добавить, каких-нибудь там
огурчиков, какие-то специи, какие-то ягоды. Креветки, да, чтобы вкуснее было. Опять же, можно кулгупин, творог использовать 5%. Те же сырники приготовить, то есть, чтобы было вкусно и питательно. Также, кто хочет использовать какие-то соусы, да, то я бы рекомендовал бы греческий йогурт, либо 10% сметану, что если по жирам вы укладываетесь, да, то есть у нас всегда есть сметана 10%, не берите выше 20%, берите 10%, чтобы по жирам вы укладывались и могли худеть. Для соуса, да, или там, если вы хотите брать куриную грудку и сделать маринад, то в греческом йогурте самый оптимальный. Какие-то специи закинули, грудку оставили на ночь, с утра взяли, приготовили. Опять же, если у вас время позволяет. Если нет, покупайте со специями, чтобы сильно не заморачиваться и просто не пережирайте. Вот и все. Так, можно сейчас сырочков набрать. Иди давай, какие сырочки. Точно не взял? Ну что, мы вроде все взяли. 35-38. Ну а ты смотри далее, что у нас получилось из всего этого пакета. Мужчина на кухне. Да, начнем сразу же приготовить все. Сразу же на утро овсяный блин тоже приготовим, чтобы у нас завтра поскольку к 7 утра. Для этого, чтобы у нас время не тратить, я засыпаю 150 грамм. Использую только 3 белка и 2 желтка. Также сюда я засыпаю протеин. Один черпак это будет достаточно, потому что от яиц уже есть белок и обычно это белок перемешиваю. Так, лайфхак, чтобы у нас не прилипала курица к грилю. Не пачкалась. Не пачкалась, чтобы каждый раз ее посуду не мыть. Берется Пергаментная бумага. пергаментная бумага. Спасибо комментатору. Все. Можно еще овощи порезать уже. Вкусно пахнет. Ровно 100 грамм. Немножко легкого масла. Еще сюда пойдет арахис паста. На донышке, я же сказала. Ну что, дорогие друзья, это наш рацион на целый день. Всем приятного аппетита. Так, мой колораж получился 3200 калорий, то есть, соответственно, там, в районе 500 грамм углеводов. Это у меня сейчас в период отдыха, когда мы набираем, мы увеличиваем углеводы, когда мы сбрасываем, я просто урезаю углеводы и увеличиваю количество белка. То есть, соответственно, в принципе, те продукты, которые вы увидели, они все используются именно в моей подготовке. И многие знают, что рис это у меня как основной источник углеводов, как и овсянка. И остальное просто как бы что-то меняется, добавляется. Поэтому сделайте свой план на целый день. Посмотрите, сколько у вас колораж,
И просто исходя из этого что-то урежьте, что-то уменьшите. И таким образом можно хорошо и спокойно сбрасывать, не ущемляя себя. Но если вы на подготовке к соревнованиям, то, соответственно, тут немножко по-другому надо действовать. Поэтому пишите, подскажу. Не забудьте подписаться, поставить колокольчик, поставить лайки и комментарии. Всем пока-пока. Выключай камеру. Ну, давай профитроли доставай.